выглядит так, что в Польше выгодно строить с такой маржой на объеме. Это прям, ну, типа, очень хорошо. Доходность Бали, но в соседней стране, которая защищена НАТО, которая в Евросоюзе, которая стабильная экономика. Риск попасть на сильное увеличение кредита, он сейчас, ну, сам понимаешь, ситуация не самая стабильная в мире. Как ты считаешь, покупать ли сейчас квартиру в Польше или нет? За последние 5 лет покупательская способность на недвижимость в Польше не поменялась. Топовые застройщики, которые торгуются на бирже, их акции выросли в 4 раза. Вопрос, который интересует всех в 2024 году. Покупать ли недвижимость сейчас или будет обвал рынка? Национальный банк Польши выкатил офигенный отчет, который мы с тобой пересматривали перед видео, на 60 страниц, где, я так полагаю, этот ответ частично есть. В этом видео я хотел бы разобраться в этом самом важном сейчас и вызывающем сумасшедшие противоречия в обществе вопросе. Давай тогда разберем этот рапорт на основе вопросов, которые тебя как потенциального покупателя больше всего интересуют. Да, и тревожат. Да. Давай. Первый вопрос, он такой общий, да, как сейчас выглядит рынок, что мы можем сейчас купить? Мы сейчас рассматриваем рапорт за второй квартал 2024 года, потому что это уже отфиксированные и точные данные, которые уже подбили, пересчитали и опубликовали. Что было и что есть в третьем квартале и в четвертом квартале 2024 года, мы еще не знаем. Да. То есть есть какие-то личные, наверное, наблюдения нашего агентства, но это не точные данные, да? Это субъективно пока что. Второй квартал 2024 года в предложении застройщиков по Польше было и есть 50 тысяч квартир. 50 тысяч объектов недвижимости, которые ты можешь купить. Год назад, второй квартал или там третий квартал 2023 года, было всего 30 тысяч квартир. Окей, то есть почти в 2 раза больше. Да, при этом, когда было вот этих 34 тысячи квартир, из них что-то около 10-15 тысяч было продано. И вообще доступных на рынке было около 20 тысяч. Но сейчас продано всего 10 тысяч и доступных на рынке 30. То есть, ну, по факту в 2 раза больше. Что это дает тебе как потребителю, как покупателю? Больше выбор. Это в целом то, как должен выглядеть рынок недвижимости, когда покупатель может и у него есть из чего выбирать. Как ситуация выглядит на вторичном рынке, никто не знает, потому что выставлено что-то около 50 тысяч объявлений по всей Польше, но, допустим, половина из них это агентские, где агентство недвижимости продублировало, например, они повторяются. Некоторые квартиры выставлены от 10 разных агентств, поэтому точно сложно сказать, сколько сейчас на рынке квартир, на вторичном рынке. При этом некоторые из этих квартир уже зарезервированы или проданы, но объявления дальше висят, поэтому точно сказать не могу. Но если ты возьмешь свой точный запрос, типа «я хочу в таком районе, такое количество комнат, и у меня на это есть такой бюджет», то я тебе уверяю, что будет 1-2 квартиры всего лишь, которые подходят под твой запрос. Ну и чтобы еще по дизайну тебе нравилось. Поэтому на вторичном рынке их всегда мало, таких, которые ты бы реально хотел и купил бы. Именно поэтому люди выбирают первичку, потому что могут как бы доработать под свои какие-то фантазии и запросы. Да, именно так. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна недвижимость в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу под видео напишите комментарий. А если вам интересна профессиональная помощь в покупке, продаже или аренде недвижимости в Польше, вы можете обратиться к нам. Внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Что с ценами? То есть растут ли они в итоге? То есть, получается, это данные за второй квартал 2024 года? Данные за второй квартал 2024 года зафиксировали, что хотелки продавцов выросли на первичном рынке на 21%, а на вторичном на 20% по Польше. Что значит хотелка? Номинальная цена предложения покупки. Цена на OLX — это хотелка продавца. А есть еще транзакционная цена. Это реальная цена, по которой была продана недвижимость. И это сравнение с каким годом либо кварталом? Вот 20% это... От второго квартала 23 до второго квартала 24. Все, да. Понял. И номинальная цена отличается. На первичном рынке не 21, а 18%, даже 17, ближе к 17. А на вторичном рынке 15%. То есть на 15% через год квартиры продаются дороже, чем во втором квартале 23-го. Да. Не на 20, как хотят продавцы. Это оставляет зазор 3-5% на торги. На торги. Да, по цене. Но ты мне рассказывал
чудесную историю, как вы с одним из клиентов скинули сколько это в процентах? По Варшаве мы сейчас торгуемся, и в целом, я думаю, что 15% где-то. Реальный кейс, что можно скинуть. Да, вот буквально прямо сейчас, прямо вот когда мы сейчас пишем, я, конечно, могу накаркать. Если я когда рассказываю про сделки, они потом срываются по какой-то причине, но я расскажу. Но не на этом YouTube-канале. Да, расскажу. Цена выставочная от владельца 1 200 000. Мы пришли, предложили на месте 1 050 000, то есть минус 150 000. Владелица в целом почти согласна, но мы добавили, что мы покупаем за наличку, не за кредит, и захотели за 1 000 000. То, что владелица с владельцем разводятся и уже не хотят друг друга видеть вообще, послужило тому, что они согласились. То есть минус 200 000 на квартире. Два фактора. Первый, они разводятся. Мы про это узнали во время разговора. Это как бы такой, знаешь, стимулирующий фактор, чтобы быстрее забыть этот вопрос, который их связывает, общий, да. А второй — это наличная покупка. Всегда, когда покупка за наличные деньги, можно еще больше торговаться, потому что на этот 1 000 000 им не нужно ждать 2-3 месяца, а вот буквально завтра ты уже миллионер. Вот есть у тебя 1 000 000 буквально через пару дней, да? Миллионер, который распилили на двоих. Слушай, но есть 1 000 000. Важный вопрос. Год назад такой кейс возможен был или типа рынок был другой? Год назад нет. Год назад так сильно не торговались, до 10% еще можно было, и то очень надо было уметь. Плюс в конце года был 2% кредит, дотационная такая программа, по которой в целом там, наоборот, цены выросли на 20% за квартал, а не то, чтобы поторговаться. В 2021-2022 еще можно было немножко поторговаться, просто было очень мало желающих покупать, как раз из-за ковида и очень высоких процентных ставок по кредитам. Сейчас наоборот, сейчас кредиты дают, спрос чуть-чуть выше, но все равно ты сам понимаешь, что как бы аж такого большого спроса нету. И, кстати, в этом рапорте написано почему. И мы сегодня узнаем. Да. Коль, в процентах понятно, давай в реальных цифрах. Потому что людям проценты могут быть непонятны. Сколько реально стоит квадратный метр в разных городах Польши? Что говорится в этом отчете? Давай мы с тобой обсудим несколько самых крупных городов, потому что, чтобы не затягивать это видео на целый час, например, Варшава. Да, то есть Варшава, Краков, Вроцлав. Такие самые-самые крупные интересные города для нас. На первичном рынке средняя цена продажи — это 16 500 злотых. Угу. Это в каком городе еще раз? Варшава. В Варшаве. Да. 16 500 злотых на первичке у нас сейчас стоит квадратный метр в среднем. Да. Все, зафиксировали. Зафиксировали. При этом мы сейчас говорим про кавалерки и про четырехкомнатные. То есть это вообще, знаешь, каша. Усредненного. Да, средняя из средних. Угу. А на вторичке это 15 500 злотых. То есть на 1000 злотых дешевле. При том, что цены оффертовые, то есть цены, за которые они хотели бы продать, на первичке не сильно отличаются, застройщики обычно скидок не делают, а на вторичке они отличаются там даже до 2000 за квадратный метр. Угу. То есть на самом деле хотят намного больше, но аж такого большого спроса сейчас нет. Окей, классно. Что еще по другим городам? Краков, Вроцлав? Все клиенты, которые с нами что-то покупают, наверное, от 16, а то и даже от 18 тысяч злотых за квадратный метр. То есть как бы дороже, чем среднестатистическая. Должен понимать, что там же в этой вторичке есть и старые бабушатники, которые там и по 12 тысяч, и по 13 продаются. Что мы минимально с тобой находили, да, в таблице тогда? Там да. То есть там есть старые дома 60-го, 70-го в ужасном состоянии, и они тоже продаются, там под инвестора, флиппера, неважно. И они тоже в этой статистике, поэтому они понижают среднюю медиану вот эту по продаже. Но в целом, если мы говорим про 5-летнее, адекватное, приятное, нормальное жилье, то это от 16 тысяч минимум в Варшаве сейчас. Но и вот реальный факт по вашим клиентам, это где-то 18 тысяч злотых. 18-20 в зависимости от района. То есть наши люди с СНГ, со стран СНГ, они чаще покупают дороже недвижимость, которая в лучшем районе, в лучшем качестве. Где-то там, вот такого не хотят. На Биоленке редко берут. Мы продали от владельца, продали полякам. То есть украинцы-владельцы когда-то купили, продали полякам. Вот наоборот. А те, кто с нами ищет недвижимость, они покупают в основном вот в этих ближних районах типа Воля, Макотов, Краков. Да, мне очень интересно про Краков, потому что наши оттуда подписчики знают, что я там 9 лет прожил, да. Поэтому очень переживаю за этот город. Первичка 15 200,
Это средняя цена покупки на первичном рынке. На вторичке 14 500. То есть на 1000 злотых дешевле. Угу. И Вроцлав точно так же. 13 500 — это первичка, и 12 500 — это вторичка. Средний чек за квадратный метр. Классно, что в Польше, или не классно, не знаю, ты скажи, что цены вот в этих тир-2 городах, то есть есть тир-1, это Варшава, да? Дальше идет тир-2, это Вроцлав, Гданьск, Краков, да, вот они, и потом уже тир-3 и тир-4. Так вот, в этих тир-2 городах цены, ну, разница в 1000 злотых. Интересно такое, необычно. У нас в Украине, допустим, там в Беларуси, большая прям разница. То есть Винница и Киев отличаются в 2 раза. Во всей Европе есть большие города. Они как бы достаточно самоидентичны, достаточно развиты, чтобы быть отдельной единицей экономической. Да. То есть в Германии, в Испании, в Франции ты можешь разделить страну на регионы, и каждый регион достаточно самодостаточен. Есть Киев, есть оставшаяся Украина, да, есть Минск, есть оставшаяся Беларусь. И там цены прям очень сильно разнятся, и даже вся урбанизация столицы просто великолепна, там уже что-то летает в воздухе, типа космических кораблей, а все остальное — это холопы ходят в рваных майках, вот что-то такое, знаешь. Я утрирую очень сильно, но в целом цены очень сильно отличаются в странах СНГ. Точно так же есть Астана и есть степь. То есть вот так оно примерно. Я думаю, что когда-то там за 100 лет оно все подогоняет, конечно, но пока так. Самый дешевый? Самый дешевый лодь? О, да. Как неожиданно. Лодзи там и от 8000 злотых за квадратный метр. Но ты знаешь, что в Лодзе достаточно сильная свободная экономическая зона, СЭС, там находится. Их в Польше, по-моему, 12, и одна из них в Лодзе. Я общался с поляком, который отвечает за вот эту СЭС именно в Лодзе. И он мне рассказывал там сумасшедшие планы по градостроению, как они там делают отдельный железнодорожный какой-то порт, где будут логистически принимать грузы, ну, видно, связывать, да? Это центр Польши, он логистически самый интересный. Он центрее, чем Варшава чуть-чуть. Конечно. Да, это прям центр-центр. И видишь, когда-то Лодзь был таким. То есть Лодзь 50 лет назад, 30 лет назад — это крупнейший промышленный город Польши. Это что-то типа Донецка, что-то типа Криворожстали, вот что-то такое, Да. Тоже есть такое ощущение. Но сейчас нету. Вот сейчас, конечно, да, он в 2 раза меньше стал по населению. Очень много заброшенных предприятий в Лодзе. Но его просто начинают устраивать. Там новый мэр молодой. Он тащит инвестиции, он за все, он на все согласен, и он пытается отстроить этот город, и, наверное, 20-30 лет надо, чтобы он ожил и обрел свое величие, как было раньше. Но ты должен понимать, что там настолько много старого фонда, за которым нужно следить, который нужно просто хотя бы отрисовать, отмалевать. Это просто колоссальная инвестиция. Он просто сейчас, Лодзь, выглядит старым, заброшенным, грязным. Такой Детройт, чисто, знаешь, как... Да, вот такие гетто какой-то, знаешь, непонятно. И вот если это прям убрать, и согласно теории разбитых окон, я думаю, что вот там сейчас люди такие же живут. Если это все убрать и украсить, то, конечно, по-другому люди там заживут. То есть там огромнейший потенциал, но и размер инвестиций там миллиардный. Давай обсудим аренду. Что по аренде в этих городах? Так же самое возьмем 3 базовых и самый низкий. Самая высокая арендная плата в Варшаве. Логично. Неожиданно. Да. Квадратный метр в аренде стоит около 80 злотых, плюс 15-20 злотых за квадратный метр за коммуналку. Другие города, типа Краков, Вроцлав, Гданск, это 65 злотых за квадратный метр. Как раз тир-2, да? Да, плюс те же 15-20 злотых за коммуналку за квадратный метр. И самый дешевый из крупных таких вот влияющих на регион, или мы его называем главный город региона, типа районный центр. Главный город областной центр такой, да, воеводство. Это Лодзь. И в Лодзе ты заплатишь всего лишь 50 злотых за квадратный метр в аренде. За ростом цен логично, что должны расти заработные платы. Давай разберем, так ли это на самом деле. Это очень хороший вопрос, потому что рост заработных плат,
он существенно влияет на то, будет ли в этой стране, в этом городе экономический пузырь в рынке недвижимости или нет. Потому что если зарплаты догоняют рост на недвижимость и наоборот, недвижимость растет согласно росту зарплат, то от пузыря мы достаточно далеко. За последние 5 лет покупательская способность на недвижимость в Польше не поменялась. Это значит, что соотношение зарплат к квадратным... Да, в процентах растет точно так же, как и недвижимость растет в процентах. Что первее, курица или яйцо, я не знаю, потому что одни говорят, что из-за того, что растет цена на недвижимость, власти должны повышать минимальную заработную плату. А другие говорят, из-за того, что постоянно власти повышают минимальную заработную плату, растут все цены и инфляция. Все хотят на этом заработать. Да, все верно. За последние 5 лет, то есть и сейчас, и в 2019 году, например, в Варшаве можно было купить 0,7 квадратного метра за одну среднестатистическую зарплату польскую. Мне это нравится, кстати, аналитика. Мы когда с тобой смотрели, мне нравится, как предоставлен сам отчет. Понял, что ты как человек, который, допустим, работает на работе, да, ты можешь себе прям прикинуть, а сколько же за одну зарплату я могу купить? 0,7 квадратных метров. В Лодзе, да, по-моему, смотрели 1. В Лодзе 1, да. 1 квадратный метр. Сейчас где-то 0,9, 0,95, но в целом за 5 лет это не сильно поменялось. То есть, что сейчас, что 5 лет назад в Варшаве можно было купить примерно 0,7 квадратных метров. Там разница в несколько сотых, поэтому мы ее даже не учитываем. Да, фундаментально ничего не поменялось. Да, все верно. Окей. И это значит, что мы далеко от пузыря, с твоей точки зрения? Да, до пузыря очень далеко. Ну, есть стандарты, условно, мировые, да. Если бы это было 0,3, 0,2, то это уже ближе к пузырю. То есть все, что выше полуквадратного метра за среднестатистическую зарплату, в целом очень даже хорошо. Следующий важный вопрос в отчете: как покупают недвижимость за кэш либо за кредитные средства? Я, когда увидел впервые эту статистику, я был очень сильно удивлен, потому что я лично думал, что вся Польша достаточно закредитована. При этом последние 12 лет, как выходит из этого отчета, за последние 12 лет около 70% поляков, ну и не поляков, короче, тут покупали недвижимость за наличные, и всего лишь 30% пользовались ипотекой. Например, в 2023 году, когда ввели 2% кредит, казалось бы, сейчас все пойдут брать этот кредит, ну, понятно, многие пошли, но большинство людей подоставали последнюю наличку, и 80% транзакций в этом году прошло за наличные, не за кредитные средства. Люди понимали, что сейчас все получат дешевый кредит, цены на недвижимость сильно вырастут, и твоя наличка уже ничего не стоит. Поэтому они быстренько вкладывались в недвижку, да, хотя бы хоть что-то и купить. Ну, все равно что-то и вырастет, да. Что-то купил, что-то выросло. Точно не должно падать. И только в этом году, уже во втором квартале, люди начали пользоваться более активно кредитами. Кредиты чуть подешевели, и... Какая сейчас средняя ставка? 7,5 на сегодняшний день процентов годовых. Вот эффективная ставка с учетом... Это полная, все, что ты платишь. То есть там она из многих факторов составляется. Из плавающей ставки, из маржи банка, из страховки, из каких-то там миллиона разных копеечных платежей. И вот это все примерно 7,5, да. В 2024 году уже 50% населения покупает недвижимость в кредит, а 50% покупает за наличные. У нас в агентстве я эту статистику готов подтвердить. Каждый второй клиент просчитывает или хочет купить в ипотеку. Окей. Хотя раньше было так, что 70% у вас тоже, да, брали за кэш? Не, у нас всегда плюс-минус было 50 на 50 на самом деле. Ну, потому что иностранцы, да? Думаю, что не у всех людей было столько кэша. Тут аккумулировано за короткое время, пока они тут живут. Все-таки поляки, они тут живут там сотнями лет, условно, их роды. Что-то они там насобирали, ну не все побогаче. У себя в стране ты все равно побогаче будешь. Сейчас можно взять два вида кредита. Есть кредит с плавающей процентной ставкой, а есть кредит с постоянной процентной ставкой. Когда-то, там, до 2019 года все брали с плавающей процентной ставкой, потому что он изначально был дешевле, но был риск, что он чуть поднимется, чуть упадет. Но там годами он не менялся, и всех все устраивало. Но последние пару лет все берут с фиксированной ставкой, потому что риск попасть на сильное увеличение кредита, он сейчас, ну, сам понимаешь, ситуация не самая стабильная в мире, и люди выбирают 70-80 иногда процентов кредитодержателей, получателей выбирают фиксированную ставку. И в целом, пока что на сегодняшний день, наверное, это более выгодно. Если считать там на 30 лет вперед, то это в целом может быть чуть выгоднее даже. И это люди заходят в кредит по фиксированной ставке текущей 7,5%.
Да. А при этом плавающая какая тогда, ты не знаешь? Они сильно отличаются, там 7,25. То есть это условно модель, в которую ты веришь, как Да, потребитель кредита. просто, например, если через год она будет уже не 7,25, а 6,5, то моя разница в платеже там за 50-метровую квартиру может составлять там до 1000 злотых. Понимаешь, да? Да. Ну, может, 800 злотых. То есть в этом есть разница. Если она упадет до 4%, то это там $500 в месяц разницы. А тот, кто взял стабильную ставку, он будет все 5 лет платить выше. Каждые 5 лет, да, пересматривается? Да, каждые 5 лет. Угу. Важный вопрос — это про то, сколько я могу получить кредита, живя в Варшаве и в Кракове, да, тут как два референса. Сколько это в деньгах? Кредитоспособность среднестатистического человека от 500 до 700 тысяч злотых. Берется даже не один человек, а берется господарство домовое, это значит... Обычно муж плюс жена. Да? Муж плюс жена или ребенок. Дети еще, да. То есть они же тоже как бы в данном случае в худшую сторону влияют на твою кредитоспособность. Минимально понижают ее. Понижают да, скоренько. Да. Угу. Вот, поэтому по Варшаве это где-то 700, по другим городам 500, то есть это в целом не так много. Но люди берут и получают кредиты на меньшую сумму, от 350 до 600. То есть полностью всю кредитоспособность ты не будешь использовать. Может быть, две причины. Первое, им надо меньше, и они берут меньшую сумму, или им просто полную сумму не дают, они там просят 700, а дают 600. Обычно у нас все наши клиенты получают, вот сколько просят, столько и получают. Скорее всего, просто люди столько не просят. А какой у вас был клиент, который получил самый большой кредит? То есть, условно, там, 2 миллиона злотых. Был такой? Нет. В основном все там двигаются... До 1,5 миллиона. До 1,5. Да, до 1,5 миллиона. Чтобы получить 1,5 миллиона злотых кредита, тебе нужно зарабатывать где-то 20-23 тысячи злотых. Чистыми на руки. Окей. Что еще в таком случае есть полезненького? У нас там есть доступ к инсайдерской информации, и мы можем заглянуть, условно, покопаться в нижнем белье у застройщиков, потому что можем посмотреть, сколько застройщики зарабатывают на нас с тобой, какая у них маржа, да, и как вообще эта цена на недвижимость формируется. Это очень классно. Смотри, что важно, за последние 5 лет топовые застройщики, которые торгуются на бирже, их акции выросли в 4 раза. Ну, то понятно, там же недвижимость выросла. Хотя нет, смотри, недвижимость в 2 раза выросла, а они в 4. Это первый фактор, который очень интересный, да, то есть мы понимаем, куда надо было инвестировать, в какие акции раньше. Ну, не все акции можно покупать вообще прям всем, знаешь, обычным смертным, то есть там есть разные уровни доступа, условно, до покупки этих акций. Но, что интересно, это в рапорте во многих графиках показано, как застройщик зарабатывает от 25 до 30% маржи, это его EBITDA до уплат налогов. То есть много это или мало, не знаю, но мне кажется, что очень даже дофига, учитывая, что квадратный метр не стоит $1000. Он стоит по 4, по 5 в Варшаве, по 8, по 10 бывает даже. 1 квадратный метр, но они же могут строить дом там на 100 квартир. Угу. То есть ты понимаешь, да, что в целом вот так, туда-сюда и миллионер, условно. Продал один домик и уже миллионер. Ну, понятно, что они же тоже... Конечно, это непросто. Понятно, что это непросто. Да, график показывает интересную штуку, что около 30%, 20-30% это стоимость земли, до 40%, а то даже иногда чуть больше процентов — это стоимость рабочей силы. Там еще есть разные моменты, что-то типа там разные документы, оформление, налоги и так дальше. Но в целом 25-30% то, что застройщик получает на выходе. И самое главное, имея такой запас маржи, скидки никто не дает. Основные факторы, которые влияют на цену недвижимости, да, это заработная плата, это стоимость земли, это стоимость стройматериалов и это дополнительные расходы, связанные вообще с организацией всего процесса. Сейчас, на данный момент, чтобы построить 1 квадратный метр в жилом доме с зарплатой, с стройматериалами, с другими моментами, надо потратить примерно 5000 злотых. В эконом-сегменте это 4,5, в премиум-сегменте 5500 злотых. То есть это там условно $1300. Да, все остальное это земля и маржа твоя, и все. Выглядит так, что в Польше выгодно строить с такой маржой на объеме, это прям, очень хорошо. Выгодно строить всегда,
но еще выгоднее инвестировать в недвижимость. Есть в этом рапорте очень классная табличка, и нам надо обязательно ее показать, где больше 10 крупных городов показаны, и показано, сколько ты можешь заработать процентов годовых, сдавая эту квартиру в аренду. И из этой таблички выходит, что в Кракове ты можешь заработать где-то 4,8. И Краков в этой табличке занимает самое последнее место. 4,8% годовых ты можешь заработать, исходя из еще раз чего? Исходя из того, как ты будешь сдавать эту квартиру в аренду в долгосрок. Ну и с учетом стоимости, за которую ты ее купил, или как? Ну да, конечно. То есть мы берем квартиру, которая стоит 1 миллион, я ее сдаю в Кракове, допустим, за 4 тысячи злотых, условно, да, или 5 тысяч злотых, и 4 с лишним процентов годовых будет моя доходность в таком кейсе. Да, все верно. Будешь ты ее окупать больше 20 лет. Я прям разжевываю, прям чтобы людям было понятно очень. Правильно делаешь. Но кредит получается 7,5. Да. Да, и тут, я думаю, можно матекнуться. И в чем? В целом, в этом же рапорте, что интересно, сравнивается доходность от сдачи квартиры в аренду с облигациями, с кредитами, которые консументские выдают, с какими-то там акциями, фондами и так далее. Впервые за последние 10 лет депозит в банке, такой самый простой депозит, стал выгоднее, чем сдача квартиры в долгосрок в аренду. Всегда это было выгоднее на несколько процентов. Сейчас вот облигации государственные, сейчас депозиты в банках выгоднее на 1-2%, чем сдача в долгосрок. Да, но это без учета, эта цифра без учета прироста стоимости. Вот, да, это без учета прироста стоимости. Если мы добавим еще, вот как мы видели на вторичке, 15% за год. Ну пусть 10. Или хотя бы 10, то это в целом... У тебя уже по Кракову 14%. 10, да, 14, а по Лодзе 17 почти. Потому что Лодзь в этом ранкинге, мы обсуждали, что всего лишь 50 злотых за квадратный метр аренды ты платишь, но все равно Лодзь дает нам почти 7% окупаемости. Только потому что там в целом сама покупка дешевле квартиры. И тогда ты получаешь уже 17%, а это уже у тебя доходность Бали, но в соседней стране, которая защищена НАТО, которая в Евросоюзе, которая стабильная экономика. Да, исходя из этого, почему люди не покупают квартиру в Лодзе? Покупают. То есть просто покупают. Самое главное, что можно из этого видео понять, это то, что надо купить квартиру в Лодзе. Мало кто знает про Лодзь хоть что-то, понимаешь? Но если ты покупаешь это как инвестор, да, или какой-то флиперский, инвесторский проект условно. Инвесторы давно не покупают Варшаву и Краков, на самом деле. Окей. Ну, видишь, я не инвестор, поэтому как раз... Потому что они уже сильно выросли в цене. Да, они еще будут расти. Да, в Варшаве намного больше спрос. То есть квартиру в Варшаве ты быстрее продашь, чем квартиру в Лодзе. Да, она тупо ликвиднее. Но если мы говорим про купил и где-то на лет 10 забыл, чтобы она тебе просто работала, то это Лодзь. Окей. И все-таки, как ты считаешь, покупать ли сейчас квартиру в Польше или нет? И как вот этот вся аналитика влияет на рынок? Давай такой helicopter view. Как это все влияет на поведенческие факторы людей, на клиентов, которые к вам приходят? Как ты, как эксперт, думаешь, покупать ли ее сейчас или нет? Данные показывают то, что рост цен был, есть и, скорее всего, будет. Есть такая вот эта штука, как статистика. Я вот всегда откидываю эго, откидываю какие-то там, знаешь, личные моменты и свой субъективизм, потому что иногда в каких-то моментах я себя чувствую намного богаче, чем ситуация, а иногда я чувствую, что я, типа, слишком бедный, чтобы вообще понимать, о чем я говорю. И вот когда ты смотришь на статистику, ты понимаешь, что из года в год ровно одинаковое количество квартир продавалось. В этом же рапорте написано, что на первичке каждый квартал продается 3500 квартир. И на вторичке где-то 2500-3 тысячи. Каждый квартал. Вот прям постоянно. В 2023 году в последний квартал продалось в 2 раза больше. То есть 5000 квартир на первичке и почти 5 на вторичке. Из-за дешевых кредитов, из-за того, что все покупали за кэш, чтобы сохранить деньги от инфляции. Прям все сильно покупалось. А в этом квартале, который мы обсуждаем, уже меньше транзакций, уже меньше 3000 на первичке, там что-то 2000 на первичке, и на вторичке тоже там 2000. То есть на самом деле в этом году этих транзакций меньше. Если ты просто трезво посмотришь не в перспективе
3 месяцев, не перспективе 1 года, а хотя бы 3 лет или 5 лет, то ты увидишь, что если там в один квартал купили 5000, а во второй 1000 квартир, все равно в среднем это дает тебе 3. То есть в целом глобально на протяжении долгого времени статистика вообще не меняется. Да, вот иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Понимаешь, да? То есть, типа, сегодня 3 градуса, а завтра 10 градусов. Но в среднем это 6 градусов, средняя погода. И вот так оно было, так оно есть, несмотря на войну, несмотря на ковид, несмотря на разную каждый день что-то происходит. Это мои субъективные мнения, и это то, что показывает в том числе нам аналитика. Но давать точный прогноз, типа, будет так или иначе, я точно вот эту ответственность на себя не возьму. Потому что я не знаю. Ну, никто не знает на самом деле. И я думаю, что знают только те, кто будет комментировать это видео. Они точно знают хорошо. Ребята, мы в целом все комментарии читаем с удовольствием. Нам очень интересно понимать, знать, что вы думаете по этому поводу. Обязательно пишите, планируете ли вы покупать или планируете продавать недвижимость в 2025 году. Что мы будем делать? Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.